Все мы слышали легенду о Ясоне и аргонавтах, отправившихся в далекий край за золотым руном. Там, на краю тогдашнего мира, за бурным морем и опасными скалами, лежала загадочная земля – Колхида. Для греков она была страной чудес, где текут реки золота, где в священных рощах спят драконы, а царские дочери владеют тайными знаниями. Но за мифом скрывалась реальность. Колхида существовала как государство, с царями, войнами, торговлей и богатством, которое и стало основой для легенд. Сегодня мы отправимся в путешествие по ее истории, от первых поселений до царских династий, от расцвета до падения. Колхида находилась на восточном берегу Черного моря, в землях современной Западной Грузии. Ее окружали горы Кавказа, реки, полные золотомустного песка, и плодородные равнины. География сделала ее перекрестком дорог. Сюда тянулись купцы из Малой Азии, Персии и Эллады. И все же главная загадка в том, как реальная земля превратилась в вечный миф. Почему именно Колхида стала символом богатства и испытаний, легендой, пережившей тысячелетия? Чтобы это понять, мы должны вернуться к истокам, туда, где формировалось раннее царство. Глава 1. Рождение колхидской цивилизации. Название Колхида известно нам из греческих источников. Одни исследователи связывают его с именем древнего народа колхов, другие — с корнем, означающим побережье или низину. Но под этим именем греки понимали всю страну между морем и Кавказом, край, богатый водой и лесами. Задолго до появления первых городов здесь жили племена – эгры, мингрелы, сваны, ласские предки. Они строили укрепленные поселения на холмах, занимались земледелием, разводили скот, охотились и собирали мед. Постепенно из множества родов сложились союзы, а затем зачатки централизованного правления. К XI-X векам до нашей эры археология фиксирует колхидскую культуру. Развитое бронзовое и железное производство, клады золотых украшений – свидетельство сложной социальной структуры. Государственность формировалась на основе контроля над ресурсами, прежде всего над металлом. Колхида жила сельским хозяйством. Виноград, пшеница, орехи, фрукты. Леса давали древесину, смолу, воск. Но главное богатство шло из горных рек. Золото добывали необычным способом. Овечьи шкуры растягивали в потоках, и шерсть задерживала золотой песок. Потом шкуры сушили, и они сияли на солнце. Так рождался образ золотого руно, символа богатства этой земли. С укреплением хозяйства возникла власть царей. Первые имена дошли до нас лишь через мифологические образы. Эет, отец Медеи, для греков был царем Колхиды. Но за образом стоит реальность – сильная династия, контролировавшая побережье и внутренние долины. К VIII веку до нашей эры Колхида уже представляла собой полноценное раннее государство с центрами власти, святилищами, ремеслом, торговлей. Она становилась заметной силой, с которой считались соседи. Глава 2. Колхида. Перекресток империй. Раннее царство Колхиды вступило в контакт с великими державами. Первыми ее открыли греки. Купцы из Милета приплывали за золотом, медом, воском, деревом. В VIII-VI веках до нашей эры они основали колонии на побережье: Фасис у устья Риони, современной Поти, Диоскуриаду у Сухуми. Эти города стали мостами между Элладой и Кавказом. В греческом эпосе появляются первые упоминания о Колхиде. Гомер в Илиаде говорит о далеком крае, откуда приходят диковинки. Для эллинов Колхида была одновременно источником богатств и местом испытаний, чужой, загадочной, полной тайных знаний землей. Но кроме греков, интерес к Колхиде проявляли и восточные империи. В VI веке до нашей эры ахеменидская Персия распространила власть на Закавказье. Цари из Персиполя считали Колхиду частью своих владений, хотя власть их здесь была скорее номинальной. Местные цари сохраняли автономию, но платили дань и участвовали в походах Персии. Позднее, в эллинистическую эпоху, Колхида вошла в сферу интересов Понтийского царства. Митридат VI Евпатор стремился контролировать Черное море, и колхидские города стали ареной борьбы его флота с римлянами. В I веке до нашей эры Рим подчинил себе Понт и установил власть над Колхидой. Колхида оказалась на перекрестке. Греция приносила культуру и торговлю, Персия требовала дань, Рим – гарнизоны и контроль. Но при всем этом страна сохраняла уникальное лицо. Вани, Гонио, Пич-Винари дают нам сегодня клады украшений и оружия, которые говорят о местной элите, соперничавшей по роскоши с эллинскими и персидскими правителями. Глава 3.
Конец царства, начало наследия. Что привело к упадку Колхиды? Во-первых, внутренние раздоры. Союзы племен нередко вступали в конфликты друг с другом. Во-вторых, постоянное давление извне. Персы, понтийцы, римляне, каждый новый хозяин вел сюда свои порядки. И в-третьих, изменились торговые пути. Центр Черного моря сместился к Босфору и Малой Азии, и побережье Колхиды потеряли прежнюю привлекательность. К I веку нашей эры Колхида перестает быть самостоятельным царством. Она входит в состав Римской империи, а позже ее земли становятся частью византийской лазики. Наследие Колхиды не исчезает. Колхида — это не только забытое царство. Это страна, которая соединила Восток и Запад, реальность и миф. Здесь рождались легенды, которые пережили государства и империи. Колхида была страной золота и испытаний, страной, где люди научились превращать металл в богатство, а жизнь в легенду. И потому ее история ведет нас к самому знаменитому мифу — история о том, как греки отправились сюда за золотым руном. Глава 4. Ясон и аргонавты. История мифа начинается в греческом городе Йолки. Юный Ясон должен вернуть себе трон, отнятый коварным дядей Пелием. Но Пелии предлагают условия заведомо невыполнимые: «Принеси мне золотое руно из далекой Колхиды». Для греков это звучало как поход за горизонт. Колхида была страной, где заканчивалась карта, землей, где правит царь Эет, сын самого Гелиоса, и где хранится божественный символ — шерсть, пропитанная золотом. Ясон принимает вызов. Он собирает команду героев лучших из лучших — Геракла, Орфея, Диоскуров. Они строят корабль «Арго», первый в мире многовесельный корабль дальнего плавания. Его нос, сделанный из дуба священной рощи, умел говорить и советовать. Так начинается легенда — поход, который станет первым эпосом морской Греции. Путь аргонавтов — это череда чудес и опасностей. На острове Лемнос они встречают женщин, изгнавших мужчин и живших сами по себе. В битве с бебриками Геракл побеждает царя-боксера. У Финея, слепого прорицателя, аргонавты изгоняют гарпий и получают совет, как пройти Симплигады. Это сокрушающиеся скалы. Именно там, между скалами, которые смыкаются и ломают все живое, решается судьба экспедиции. Орфей играет на кефаре, аргонавты гребут изо всех сил, и Арго пролетает между скалами, успевая раньше, чем они сомкнутся. С тех пор скалы замерли, а путь к Колхиде стал возможным. Глава 5. Медея и золотое руно. Колхида встречает Ясона величием. Царь Эет сидит на троне, окруженный воинами. Он суров и не намерен отдавать чужеземцам свою святыню. Но он не отказывает. Он дает испытания. Ясону нужно запрячь в плуг огнедышащих быков с медными копытами, вспахать поле, засеять его зубьями дракона. Из земли поднимутся вооруженные воины, и герой должен выдержать их натиск. В этот момент на стороне Ясона встает Медея, дочь Эета, жрица Гекаты, знающая тайны трав и чар. Она влюбляется в Ясона и решает помочь. Медея дает Ясону мазь, защищающую от огня, и совет – бросить камень в гущу воинов, чтобы они обратились друг против друга. Так испытания становятся проходимыми. Но за победу Ясон платит. Он вовлекает Медею в измену своей семье и родине. Эет поднимает войско и преследует беглецов. В легенде звучит один из самых мрачных эпизодов. Медея берет с собой младшего брата Апсирта и убивает его. Отчаявшийся отец останавливается, чтобы собрать останки, и теряет погоню. В других версиях Апсирт гибнет в бою или от руки Ясона. Но суть одна – за руном кровь. Герой спасается ценой страшной жертвы. Аргонавты возвращаются в Элладу, но счастья нет. В Коринфе Ясон предает Медею, решая жениться на дочери местного царя. Тогда Медея мстит, убивает невесту и, в некоторых версиях, собственных детей. Ее образ становится символом ярости и разрушения. Так миф превращается в трагедию. Слава Ясона омрачается предательством. Любовь Медеи – кровью. Глава 6. Символика золотого руна. Для греков символ божественного дара, власти, права на царство. Для историков метафора колхидской технологии промывания золота овечьими шкурами. Дракон – это страж богатства, мифологический образ враждебной силы. Быки – метафора кузнечного ремесла, где огонь и металл ревут как звери. Зубья дракона, из которых рождаются войны – это знание, металл, из которого рождаются оружие и войны. Миф об аргонавтах – это карта реальности, переложенная на язык поэзии.
История Колхиды и миф об аргонавтах – это две стороны одной медали. Реальная страна с реками золота и кузницами породила легенду о чудесном руне. Греки увидели в ней испытание, символ богатства, источник трагедий и побед. Сегодня Колхида – часть грузинского наследия. Ее золото хранится в музеях, ее имя в памяти народов, а ее миф – в книгах и фильмах. И когда мы слышим о Ясоне и Медее, о руне и драконе, мы понимаем – это не только сказка. Это отражение реальной земли, которая жила и боролась на берегах Черного моря. Колхида была не просто страной. Это была колыбель цивилизации, которая оставила глубокий след в истории. И именно здесь, на этой земле, где реальность и миф сошлись навсегда, мы нашли ключ к разгадке величайшей легенды. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской. Это очень поможет развитию канала и будет для нас огромной мотивацией создавать еще больше разных познавательных роликов о Грузии и о Кавказе в целом. Также посетите наш медиапортал по Грузии «Бизмедиа». Там вы найдете множество разной полезной и познавательной информации об этой удивительной стране как в текстовом, так и аудиоформате. А еще сможете бесплатно скачать наш удобный путеводитель по Старому Батуми, где отмечены все самые главные достопримечательности города, которые обязательно стоит посетить, чтобы максимально прочувствовать на себе всю грузинскую историю. А также напишите в комментариях, какой ролик вы хотели бы увидеть следующим. Ну все, друзья, до встречи, или, как говорят грузины, нахвамдис!